Всем привет! С вами Анна Дунаева, и это дизайн-бюро номер 11. В этом выпуске мы ответим на все интересующие вопросы, расскажем про свойства краски и чем руководствоваться при ее выборе. Сегодня мы в гостях у Lemon Rabbit, и с нами эксперт в области архитектурной и интерьерной краски Анна Макушина. Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет такой очень интересный эксперимент, который направлен на экологичность. Каждая краска, которую мы сейчас будем выбирать, она сертифицирована и абсолютно безопасна для растений, для детей и для нас с вами. Ань, давай посмотрим, какая у нас краска в принципе сейчас есть. Может быть, розовенький? Позитив это пахнет. У нас есть еще Benjamin Moore. Берем ее. Да? Давай. Этой краской можно покрасить абсолютно любую поверхность. Она очень укрывистая, ложится хорошим плотным слоем и абсолютно без запаха. Все темно-зеленые и красные оттенки, их вообще в идеале красят до 4 слоев, некоторые даже еще больше, но я думаю, что нам хватит 2 слоев. Когда ты выбираешь уже финальную отделку в свой интерьер, очень важно обязательно делать выкрасы. У каждого производителя есть свой веер, основываясь на который можно подобрать любой оттенок. Возьмем, допустим, вот такой вот большой выкрас до 14 оттенка, и если мы присмотримся в эту гамму, увидим то, что наша серая гамма чуть-чуть отражает синевой. И тут нужно быть очень осторожным, и перед тем, как приобретать объем полностью на весь дом или квартиру, нужно обязательно взять вот такой вот маленький образец и выкрасить прям действительно часть стены у себя дома. И под разным освещением, утром, днем, вечером обязательно приехать посмотреть, как этот цвет раскрывается именно при вашем освещении, при ваших отделках. Строители говорят, что лучше брать лист гипсокартона и непосредственно делать выкрас на нем, чтобы можно было носить по всей квартире или дому и определиться уже с цветом. Это так? Это однозначно удобнее, потому что свет в дом попадает абсолютно по-разному. И если мы будем смотреть этот тон, допустим, в коридоре, где нет прямого, допустим, освещения из окон, да, то он будет смотреться абсолютно по-другому, нежели чем другая часть стены, допустим, у окна. Хотелось бы посоветовать вам те оттенки, которые не создают серости в интерьере и, наоборот, увеличивают его и формируют объем. Нужно брать те гаммы, если вы хотите больше ощущения тепла и уюта, с теплым подтоном. Здесь мы сразу можем выделить 12, 19, да, тон. И вот здесь я могу выделить, допустим, 25. Но также, конечно же, не стоит избегать и бояться цвета в своем интерьере, который однозначно нужно добавлять. И здесь мы, конечно, можем рассмотреть такой оттенок, как классический синий, который как раз-таки выбрал Институт цвета Pantone именно цветом 2020. У красок существует несколько типов покрытия, которые отвечают за разную поверхность. Например, существует глянцевое, полуглянцевое, матовое, полуматовое. И, как вы можете заметить, цвет, он специально выкрашен одинаковый, чтобы вы могли увидеть, как в зависимости от глянцевости преломляется оттенок. Он абсолютно по-другому смотрится. И тут, конечно же, нужно обязательно делать выкрасы и смотреть, как меняется пространство в зависимости от фактуры, которую ты используешь и выбираешь. Также вы должны знать, что краски, когда более матовые, они более маркие, потому что их структура более пористая. Также я могу поделиться своим опытом. У меня дома плитка в санузле, в ванной комнате. Мне в один прекрасный день надоело, и я решила ее не снимать и сверху нанести просто краску. Я ее нанесла и живу в очень красивой ванной с окном уже 3-й год с прямым попадением воды. С краской абсолютно ничего не происходит. Ань, честно, очень интересное и смелое решение покрасить дома керамическую плитку. Скажи, пожалуйста, какие мы еще можем покрасить вот просто так, по своему желанию, по своему настроению? Покрытие? Абсолютно любые поверхности. Будь то двери, или это может быть пол, это может быть, например, бетон, и люди заехали только в квартиру, и у них, допустим, не хватает средств на напольное покрытие, они могут купить краску, это будет гораздо дешевле, и, например, стяжку покрасить. Да. Также можно перекрасить, например, фасад кухни. Я выбрала для себя вот такой темный смелый оттенок. У меня возникает такой вопрос. Смотри, если мы красим стяжку,
допустим, каким-нибудь насыщенным цветом. Спустя, не знаю, полгода мы можем перекрасить ее, уже получить абсолютно другое настроение в интерьере. Вот меня также интересует вопрос, как ухаживать за этим полом. Просто мыть стабильно и отлично все будет сохранять свои свойства? Конечно, да. Но вы должны не забыть, что под краску мы обязательно наносим грунт, специализированный, который рекомендует фабрика. Обязательно мы рекомендуем использовать грунт от своего производителя, потому что они разрабатывают технические все нюансы, да, разрабатывают специальные формулы для того, чтобы эти оба компонента дружили друг с другом и выполняли свои функции. Подходили идеально. Да. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, пишите комментарии и задавайте свои вопросы. И я думаю, наш эксперт Анна с удовольствием на них ответит. Всем пока-пока, спасибо! Пока.